Диванчик за 1,5 миллиона. Мы вместе с вами его откроем, посмотрим, как он выглядит. О, ну это колхоз. Я сейчас еще покажу опыт эксплуатации соседней квартиры. Это стулья от Полиформ. Она прямо впивается в ногу и неудобная. Появился коврик белый. Нужно будет поменять на черный. Насколько сильно они засирают минималистичную ванну. Мне не нравится, как повел себя диван. Внешний шов сполз. Видите, вот он ниже. Привет! Привет! Мы сейчас зашли через эту дверь. Вот это вот что за дверь, как ты думаешь? Преисподнюю. В этой квартире наконец-то уже ремонт на стадии, когда есть что интересного рассказать. Давайте немножко расскажу, что тут у нас есть. Это небольшая квартирка, здесь всего 60 квадратных метров, и это у нас гостиная. Здесь у нас, видите, уже стоит диванчик, это Paola Lenti за 1,5 миллиона рублей. Чуть позже мы вместе с вами его откроем, посмотрим, как он выглядит. Здесь у нас стена. Стена это не просто так образовалась, там есть колонна, поэтому нам пришлось ее немножко обойти и сделать прикольную штуку. Тут у нас будет телевизор висеть, но не простой. Здесь будет такая большая деревянная речная штука, скрывающая телевизор. А за этой стеной у нас расположилась колонна, и здесь есть небольшое пространство. Здесь будет у нас кладовая. Кладовая без двери. Никто из чистовой зоны не видит эту грязную зону, поэтому тут дверь не нужна. Мы просто поставим сюда какие-то крючки, полки, и так будет все висеть, лежать. А вот эти вот все стены, видите, там очень много электричества. Здесь там умный дом, разводка. Это все будет зашиваться стеной из шкафов. То есть вот эта часть будет у нас шкафы, вот где-то примерно до сюда. Здесь у нас будут фальш-дверки, и эти фальш-дверки будут переходить вот в шкаф. А здесь будет тоже часть шкафа небольшая. Тоже это появилось из-за колонны. Вот у нас вот так вот идет колонна. Вот здесь у нас, значит, спальня. Здесь будет стоять вот эта вот кровать. Это у нас стена из плитки, это керамогранит, порцеланоса, X-Lite, все как вы любите. Купили мы его в Зодиаке, ссылочку на них тоже оставлю, берите кому надо. Очень классно они смотрятся, прям вот в спальне, в гостиной, в любом помещении, не обязательно это должна быть ванная. Это у нас кроватка Living Divani. Стоит такая где-то 300 тысяч рублей. Кроватка эта с супер тонким изголовьем. Посмотрите, всего, наверное, 4-3 сантиметра здесь изголовья, потому что у нас достаточно узкое пространство здесь. Пришлось поставить кроватку маленькую. Вот еще пока не эксплуатировали, ничего не скажу, как она эксплуатируется. Вот здесь вот у нас встанут шкафы. Если посмотреть, то эта штука, это тоже колонна. И тут вот появилась такая вот часть под шкафы. И справа тоже будут шкафы. Но если посмотреть, реально здесь очень глубоко. 1,2 метра, наверное, для шкафа это глубоковато. Тут будет секретная тайная комната. Это тоже все из-за колонн получилось. Пришлось вот как-то играться. Здесь у нас будет шкаф. Обычный шкаф. Ты открываешь дверки, там висят какие-то вешалки, ты это и берешь. Но можно эти вешалки просто вот так вот раздвинуть и попасть сюда. А здесь будут уже стоять чемоданы. Все, что нужно будет убрать, не часто использовать, можно будет складировать здесь. Ну и здесь же у нас стоит там разводка труб и всякие датчики от протечки, вся эта дребедень. Вот, кстати, очень важно, когда у вас приходит мебель, нужно, чтобы пол тоже был укрыт. Обязательно, потому что приходят мебельщики, начинают что-то на полу двигать, таскать. Пол должен быть укрыт, и не просто укрыт. Обязательно нужен вот такая вот волочная подстилка на паркет и сверху картон. Тогда паркет точно останется в хорошем состоянии. Потолок у нас здесь покрашен в такую же серую красочку. Вообще стены все эти покрашены краской Derufa интерьер 20. Ссылку на цвет я оставлю в описании, потому что они там всегда разные. А на потолке у нас здесь сверху Derufa Шиндаш Блик. То есть это здесь потолочная краска. Могу, кстати, ошибаться, напишем здесь реально какая краска была. Ссылку на краску оставлю и на сам цвет тоже оставлю. Круто получились потолки, темные. Здесь я немножко поэксплуатирую оператора. Тут у нас будет стоять кухня. Вообще произведение искусства. Здесь такой у нас большой камень, это типа фартук. И вот эти вот встроенные тонкие, очень тонкие полочки. Они вообще не
двигаются, не шатаются. Они вроде бы тонкие, но они прям очень мощно стоят. Кухня на заказ, это такие парящие будут у нас пеналы, невысокие и с подсветочкой. Вообще тут достаточно сложная схема была, как вот эти вот тонкие полки сюда поставить. Сейчас прикреплю техничку, как она происходила. Нам пришлось выдвинуть вот эту стену вперед достаточно глубоко, чтобы закрыть все крепления. И самое на самом деле сложное было поставить сюда подсветку так, чтобы ее потом не видно было. Ну вот еще пока не смонтировали, надеюсь, что не будет видно. Ну и, кстати, не забывайте про приложение по учету финансов настройки. Это 101 Group, мы всегда пользуемся этим приложением. Здесь можно прям добавлять все счета, чеки, все вот видно. Видно, сколько потратили на объект, сколько там осталось неосвоенных средств. Очень крутая штука. Обязательно используйте приложение 101 Group и всех своих прорабов заставляйте им пользоваться. Ссылочка в описании. Там еще у нас ванна, она тоже прикольная. Здесь у нас стоит супер тонкая раковина от Агапы. Посмотрите, вот снизу, конечно, видно все, да? Что у нее есть какие-то крепления там, очень тонкие сифоны. Но если мы чуть вот сверху смотрим, она очень тонкая, она буквально 12 миллиметров толщиной. Ну что, Серег, смотрим диван. Этот диван Paola Lenti стоит 17 тысяч евро. По текущему курсу это примерно 1,5 миллиона рублей. Вот такая вот не супер огромная комплектация. Сразу с косячком приехал диванчик. Мне не очень нравится вот эта вот ножка. Она издалека смотрится плохо. А точно белый должен быть у нас, да? Надеюсь, белый. Надеюсь, белый по дизайну, я что-то не помню. Но походу придется деревяшку менять. Тут еще на углу они просто взяли угол, зашлифовали радиусный и оставили открытый МДФ. Это, на мой взгляд, колхозно. Ну, они покрасили. Видно, что это красочкой, кисточкой. И типа как будто бы это какая-то текстура. Ну, не знаю, выглядит вроде нормально. Но деревяшку нам придется по цвету менять. Мне глазами прям видно, что у нас есть вот этот постамент. И выглядит это, ну, не очень хорошо. Плюс сразу вижу, что вот здесь эта часть не дает пухлости. И, скорее всего, вот эта ткань уползет вниз. Кстати, не переключайтесь. Я сейчас еще покажу опыт эксплуатации соседней квартиры. Тоже покажу, как это выглядит. Не могу точно сказать, будет так или нет, но потестим. Тут еще вот у нас есть спинки. Спинки здесь крутые, они поднимаются. Оп. Ой, ну это колхоз вообще. Я просто диван этот вживую вижу первый раз. В Италию сейчас ездить очень сложно, поэтому все, что к нам приходит, мы такие смотрим, первый раз видим это на картинках. Ой, ну это, блядь, колхозище. Смотри, когда у нас эта спинка лежит, видно вот эти щели, и они такие кривые и беспонтовые. Это можно было точно сделать по-другому. Чтобы типа развалиться прям, хочется поглубже. Есть вот этот небольшой эффект скатывания вниз, потому что не слишком глубокая посадка. И еще из-за того, что здесь нет никаких подушек, здесь будет тяжело. Вот, может быть, придется подушки изобрести сюда тоже поставить. Сама идея, конечно, очень крутая, с подъемными этими механизмами. Диван все равно прикольный. Стоит, правда, 1,5 миллиона. Можно было за 1,5 и получше сделать. Так, ну что, пойдем в соседнюю квартиру, я покажу опыт эксплуатации квартиры. Как вы помните, это у нас квартира вторая. Здесь у нас квартира большая, это маленькая. Эту квартиру докупил наш клиент, потому что ему казалось здесь мало места. Сейчас я покажу, что тут мало, почему мало места. Пойдем. Для тех, кто не смотрел обзор вот этой большой квартиры, мы оставим ссылочку на него. Вот здесь он вылезет и внизу в описании. Посмотрите, там прикольно. Наши клиенты, вот хозяева квартиры, приезжают на недельку, потом уезжают. То есть они не живут в Москве. И мы тут вот, когда их нет, мы допиливаем то, что им там не нравится. Вот, например, это стулья от Polyform, да, но вот эта вот трубка очень тонкая. Она прямо впивается в ногу и неудобная. Поэтому ребята попросили сделать вот здесь впереди какой-то упор. Как знаете, там в парикмахерских делают такой тоже металлический упор. Подумаем, как сделать его, чтобы он был не колхозный. Дальше здесь немножко еще поменялось детская. Так как детей все-таки много, мы думали, что ребята приезжают на недельку, никакой проблемы нет раздвинуть диван, и две девочки могут на нем спать. Но это оказалось проблемой все-таки, поэтому поставили мы вот такой вот большой домик в виде двухъярусной кровати. Сейчас у них, конечно, война, кто будет на втором этаже спать. Плюс еще добавился какой-то стол. Мы же делали ремонт здесь 3 года. Дети повзрослели за это время, они же были маленькие, поэтому им нужно еще что-то делать вот за столом.
столом, там учиться и так далее. Та кровать еще осталась, слава богу, она очень красивая. Я бы не пережил, если бы ее пришлось тоже убрать. Ну, в общем-то, сейчас так сконнектилось, что всем более-менее хватает места. Но кому-то, если не хватает, то есть еще одна квартира прям рядом, как-нибудь уживутся. Здесь у нас, пойдем, тут вот никто не убирался. Очень важно для меня было, тут ребята все-таки живут, посмотреть, как у них жизнедеятельность происходит, насколько сильно они засирают минималистичную ванну. Вот первое сейчас, да, появился коврик белый. Коврик нужно будет поменять на черный, это мы поменяем. Потом, вот эти вот полки реально классно живут. То есть они минималистичные, из них ничего не торчит, ими пользуются, реально легко складируются. Засрался вот этот столик, да. Как обычно, тут всякие какие-то линзы и так далее. Вот это все вот здесь вот лежит. Причем вот оно лежит и оно не портит глаз. А эти полки реально используют. Посмотрите, там уже наложили всякой вот штуки. У нас, кстати, под фен здесь специальное крепление под фен. Там есть углубление для фена. Это мы тоже отдельно продумывали. И вот, посмотрите, здесь у нас выключатели от Schneider Electric серии Merton D-Life. У них большие кнопки, вот такие здоровенные, и они безрамочные. Между постами у них нет рамок. Очень качественные выключатели, розетки. Здесь мы приклеили, как обычно, наши наклеечки. Это наклеечка на всю клавишу. И здесь вот есть пиктограммки, чтобы было легко управлять всем светом, шторами. Мы всегда используем только вот эти вот выключатели от Schneider, поэтому пиктограммки у нас всегда одного размера. Если вам надо, ссылки на выключатели и на эти наклейки оставлю внизу в описании. Дальше пойдем посмотрим на диван. Кстати, если бы вы были подписаны на мой инстаграм, Миша, нижнее подчеркивание, детство, то видели бы всю бэкстейджную часть, как мы делаем все эти квартиры. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка будет внизу в описании. Диванная зона реально никак не засралась. Единственное, что мне не нравится, как повел себя диван. Внутренний шов дивана где-то вот здесь, а внешний шов сполз. Видите, вот он ниже. Если на это посмотреть издалека, видно, что внешний шов в ткани, он вот так вот уполз. Это происходит на длинных участках дивана, там, где сидят чаще всего, очевидно, что здесь, и на длинных участках. Тут вот, в принципе, нормально все на этих частях, но вот там просело. Так происходит, когда не продуманы боковушки. И вот он по-любому будет так слезать. У Polyform грешит этим. Вообще практически все диваны грешат этой штукой. И скорее всего та Paola тоже будет точно так же проседать. У себя в диванах бока мы там прям продумываем эту историю. Опять, да, похвалил себя. Ну, в принципе, все хорошо. Краска себя Derufa хорошо ведет. Все, в принципе, нормально. Вот ничего не отваливается. Все нормально.